Привет, друзья! После небольшого перерыва я снова с вами и готова показать вам несколько интересных и полезных мастер-классов. Сегодня я буду делать очень симпатичные корзиночки для различных мелочей и вполне себе реалистичные растения для декора дома. Думаю, эти темы интересны многим, поэтому переходим к делу. Начну я с мастер-класса по молодилам из фоамирана. В моем случае в ход пошла упаковка от букета цветов. Но, естественно, фоамиран можно купить в магазинах товаров для творчества. У меня фом толщиной 1 мм. Ну а цвет не играет никакого значения, так как в дальнейшем все растения я буду раскрашивать акриловыми красками. Для создания молодила нам понадобится 3 вот такие заготовочки в виде капелек разного размера. Все шаблоны, как всегда, вы найдете в описании под этим видео. Для одного листочка понадобится 2 детальки. В общей сложности на одно растение понадобится 9-10 листочков самого большого размера, 6 средних и 7 маленьких. Также нам понадобится 2-3 одинарных маленьких листочка. Кроме фоамирана нам понадобится какой-то материал для наполнения. Я использую вспененный полиэтилен, но подойдет все что угодно, например, ткань или даже обычный картон. Вырезаем из этого материала листочки чуть меньше по размеру, чем листочки из фоамирана. Кстати, именно вспененный полиэтилен не очень удобен в работе, так как термоклей его расплавляет, поэтому приходится все время контролировать температуру термопистолета. Берем одну детальку из полиэтилена, приклеиваем ее в центр листочка, промазываем лист клеем по краю и закрываем все это второй деталькой листочка. Как следует соединяем края и даем клею остыть. Теперь ножницами делаем аккуратный срез и заодно придаем листочку итоговую форму с заостренной верхушкой. Проделаем все то же самое со всеми листочками. И не пугайтесь, объяснять все это намного дольше, чем делать. Работа достаточно быстрая и совсем несложная. После того, как все листочки будут готовы, переходим к покраске. Чтобы цвет получился более реалистичным, я вам советую к зеленому цвету добавить капельку охры или коричневой краски. Я также добавила капельку белой краски, чтобы цвет был не слишком темным. И это, пожалуй, самый грязный этап, поэтому можете надеть перчатки и обязательно постелите что-то на стол. Сначала красим листочки с одной стороны, оставляем на просушку. Дальше с другой стороны и опять на просушку. Так как фоамиран у меня был зеленого цвета, то мне хватило одного слоя краски. Но если вы возьмете какой-нибудь яркий цвет, например красный, то возможно вам понадобится нанести краску в 2 слоя. Переходим к самому интересному этапу работы – к сборке растений. Сначала берем самый маленький однослойный листочек и скручиваем его в трубочку. Фиксируем трубочку термоклеем. Берем второй листочек и оборачиваем им первый. Теперь берем маленькие пухленькие листочки и начинаем формировать розочку. Сначала приклеиваем 3 листочка, следующий ряд из 4 или 5 листочков. Переходим к листочкам среднего размера. Обратите внимание, что клей я наношу на самый кончик, чтобы он не вытекал и не портил вид растения. Теперь переходим к самым большим листочкам. После того, как сделан ряд из самых больших листочков, начинаем приклеивать листочки так, чтобы молодило получилось в виде распустившейся розы. То есть наше растение должно в итоге ровно лежать на столе и не заваливаться на бочок. Тут уже можно добавлять и средние, и маленькие листочки, главное добиться нужной формы. Чтобы придать еще большее сходство с настоящими растениями, нам нужно затонировать кончики малиновой, лиловой или темно-розовой краской. Делать это нужно жесткой сухой кистью. Набираем на кисть немного краски, вытираем о палитру или лист бумаги все лишнее и проходимся по самым кончикам листочков.
Наши каменные розочки готовы, но прежде чем переходить к следующему этапу работы, хочу вам сразу показать, что молодила очень красиво смотрится и в золотом цвете. Такие растения я также буду использовать в работе, и покрашены они кистью золотой краской в 2 слоя. Красила их в 2 слоя, так как для них я использовала фиолетовый фоамиран, и первый слой краски не перекрыл изначальный цвет. Все, переходим ко второму мастер-классу. Теперь нам понадобятся любые пластиковые ведерки или контейнеры. У меня это ведерки от капусты и, по-моему, каких-то салатов. Нам понадобятся и сами контейнеры, и крышки от них. Здесь у вас есть 2 варианта. Либо делать корзинку с крышкой, либо можно сделать цветочный горшок с поддоном. В любом случае процесс работы будет одинаковый. Я, кстати, изначально делала цветочные горшочки, но в итоге передумала и переделала их в корзиночки. Также нам понадобится джутовый шпагат. По желанию его можно заменить на пряжу. Из шпагата нам необходимо наплести много-много косичек. Лучше плести косички потолще, так работа пойдет быстрее и веселее. Я обычно плету из 6 или 9 нитей в зависимости от начальной толщины нити. Итак, заготавливаем много-много косичек и начинаем оклеивать ими наш контейнер. Клеить косички можно с помощью термопистолета или на полимерный клей, но с термопистолетом, конечно же, будет намного быстрее. Лучше начинать сверху и опускаться вниз, так край корзиночки получится более аккуратным и ровным. Когда у вас заканчивается одна косичка, то делаем аккуратный косой срез на заканчивающиеся косички и на новый, и соединяем их вместе. Благодаря косому срезу место соединения становится почти незаметным. Также не забудьте оклеить косичкой и крышечку. Начинать нужно из центра и круг за кругом оклеиваем до самого края. Можно сделать из косички узоры. Я сделала полоски из зеленого джутового шпагата для наглядности. Цвет для нас совсем не принципиален, так как корзиночки мы будем красить. Если вы будете делать цветочные горшочки, то в донышках нужно сделать отверстие для слива лишней воды. Теперь нам нужно загрунтовать корзиночки белым акриловым грунтом или белой акриловой краской, смешанной с клеем ПВА. Это нужно для того, чтобы итоговый цвет получился чистый и яркий, корзиночки стали более гладкими, а заодно и для экономии краски. Теперь выбираем желаемый цвет краски. Мне захотелось сделать корзиночки нежно-персикового цвета, а крышечки будут цвета кашемировой розы. Раскрашивать удобнее кистью средней жесткости, чтобы закрасить все щелочки и изгибы. Чтобы корзиночки получились еще аккуратней, а их поверхность стала более гладкой, я прошлась по ним наждачной губкой и убрала все торчащие ниточки и неровности. Покрываю вторым слоем краски и после полной просушки покрываю акриловым глянцевым лаком в один слой. Кстати, я сделала не только персиково-розовые горшочки, но и цвета старая бронза и золото Majestic. На мой взгляд, это тоже очень красивое сочетание. Ну и чтобы наши корзиночки стали красивыми и аккуратными со всех сторон, вырезаю с фетра кружочки и приклеиваю их на донышко с внутренней и внешней стороны и на внутреннюю сторону крышки. Если вы делаете цветочные горшочки, то этот шаг вам не нужен.
Ну и в завершении нам нужно приклеить на крышечки корзиночек ранее сделанные молодила. Мои золотые корзиночки будут стоять в ванной комнате, и это будут органайзеры для ватных дисков и палочек. Также я планирую хранить в них резиночки, заколочки и прочую мелочь. Ну а персиковые, скорее всего, отправятся в спальню, и думаю, в них удобно будет хранить бижутерию. Естественно, молодило можно просто посадить в горшочек, и оно будет выполнять декоративную функцию. Но мне хотелось видеть в этой роли, например, миниатюрную сансевьерию цилиндрическую. И я перехожу к третьему мастер-классу. Нам снова понадобится фоамиран, термоклей и деревянные шпажки. По шаблону вырезаем листочки разной высоты. Я подготовила 24 листочка, и не могу сказать, что у меня получилось супер большое и густое растение. Так что, если хотите кустик побольше, то запаситесь терпением. Наносим полоску клея на край листочка, прикладываем шпажку и подкручиваем краешек. Теперь по чуть-чуть наносим клей и закручиваем листочек в трубочку. Особое внимание уделите кончику, он должен получиться остренький и аккуратный. В работе нет ничего сложного, только старайтесь не заляпать листочек клеем с лицевой стороны. Все то же самое нужно проделать с остальными заготовками. Я делаю листочки на шпажках, так они получаются прямые и ровные, но можно вместо шпажек использовать толстую веревочку, и тогда готовое растение можно будет заплести в косичку. Именно такой вид этих растений сейчас очень моден, но эта мысль пришла мне в голову уже в процессе работы, поэтому моя сансевьерия получилась не современной, а классической. Но, возможно, я сделаю ей модную подружку. После того, как все заготовочки скручены, переходим к покраске. Я буду использовать все тот же цвет, что и для молодил. Сушить веточки удобнее всего, втыкая их в кусочек пенопласта. Для завершения образа нужно нанести на все листочки горизонтальные бело-зеленые и темно-зеленые полосочки. У меня уже был горшочек из фикс прайса, я покрасила его золотой краской и покрыла акриловым лаком, и вставила внутрь флористическую губку. Конечно, лучше использовать серую, так как она предназначена для сухих цветов, но у меня была только зеленая. Также Пиафлор, это именно флористическая губка, можно заменить обычным пенопластом. Самые высокие листочки размещаем в центре, а самые маленькие по краю. Наше растение готово, и на мой взгляд оно выглядит очень реалистично, модно и современно. Честно говоря, я даже не знаю, что из сделанных работ мне понравилось больше всего, но, наверное, золотые корзиночки с зелеными молодила на крышечках. Мне кажется, они выглядят очень стильно. Хотя и персиковые корзиночки получились гламурными и такими нежными. А сансевьерию я вообще очень давно хотела, но живых цветов у меня и так почти 200 штук. Да и живые растения не поставишь в темную комнату, например, в ванную, а мне именно туда и хотелось. В общем, не знаю. А что понравилось вам? Напишите в комментариях, мне будет очень интересно услышать ваше мнение. Ну а на этом у меня на сегодня все. С вами была я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. Всем отличного настроения и до скорой встречи. Пока-пока.